Сегодня побывал в 3 странах. Позавтракал в Бельгии, пообедал в Нидерландах, а ужин украсил чудесным немецким вином в Германии. Прекрасный день. А начинался он у меня в Брюсселе. Оттуда на автобусе я доехал до небольшого голландского городка Маастрихт. Перекусил на берегу реки Маас, в честь которой и был назван этот замечательный город, да продолжил путь на восток. Was wollen wir trinken? Rollt das Fass herein, wir trinken zusammen und nicht allein. Es ist genug für alle da. Was wollen wir trinken? Rollt das Fass herein, wir trinken zusammen und nicht allein. Я снова в Германии. Нахожусь рядом с городом Кёльн. Автобус довез меня до аэропорта, и мне очень захотелось заглянуть в Duty Free. Но без билета на самолет туда не пройти. В один момент было дело. Решил купить билет, да вспомнил, что нет смысла. В Германии и без того можно приобрести отличное вино всего за несколько евро. Иду пофоткаться с вот этим вот самолетом. А еще посматриваю какой-нибудь магазин, потому что хочется есть. Блин, мне постоянно в путешествии хочется есть. Так, на заметку. В аэропорте Кёльн-Бонн есть бесплатный туалет, даже несколько. Добраться до города можно на метро. Самая известная местная достопримечательность – это Кёльнский собор. Он строился около 200 лет и в одно время считался самым высоким зданием в мире. Его высота – 157 метров. Сооружение колоссальных размеров и невероятной красоты. А еще под ним толпилась куча народу. Я таки не понял, чего они хотели, но по всей видимости это выходцы из Ирана, которые были недовольны властью в своей стране. А в целом, по городу было интересно прогуляться. Невероятное количество замков. Неужели столько влюбленных в мире? Интересно, сколько пар из них уже рассталось? Когда планируешь путешествие, бывает, что сомневаешься в затеянном. А стоит ли ехать, а может остаться и зарабатывать деньги вместо того, чтобы их тратить? Подумал я об этом, оглянулся, прогуливаясь по мосту через Рейн с офигенным видом на город, и понял, что не зря отправился в эту поездку. I love traveling. I love the heat, and usually when I travel, I go camping, and I just enjoy that feeling of freedom. And I enjoy meeting other people and seeing that basically people are just all the same everywhere. What is happiness for me? I think just to have a positive heart in any situation and a heart full of hope. I think that's it. Yeah. Иду гуляю по германским лесам. Ну а заодно ищу старинные крепости, замки, которые спрятаны где-то здесь среди леса и холмов.
Вроде бы лес, но такой ухоженный, что по уровню чистоты и благоустройства даст фору многим паркам в нашей стране. Здесь же я встретил настоящих диких гусей. Никогда их раньше не видел в дикой природе. А ведь это самый обычный парк в Германии. Набрел на старый форт. На картах он подписан как Форт 6. Прогуливаясь по лесу, я понял, что соскучился немножко по приключениям, соскучился по природе и решил, что завтра поеду в следующий свой город Нюрнберг, автостопом. Но перед новой автостопной авантюрой решил еще на денек задержаться в Кёльне и исследовать окрестности. Это дворец Аугустусбург. Он считается одним из первых значительных произведений рококо в Германии и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Wir haben Durst. Существует история, будто когда его увидел Наполеон, то он расстроился из-за того, что не может увезти этот дворец к себе во Францию. Ну а мне же он показался весьма обычным. Я погулял вокруг него, посмотрел с помощью дрона с воздуха и особо не впечатлился. И только потом, когда я увидел фотографии дворца изнутри, я понял, что упустил многое. Но на тот момент он был закрыт. А вы знали, что далеко не всем известный город Бонн с 1949 по 1990 годам, когда Германия была разделена на западную и восточную части, являлся столицей ФРГ? При этом город совсем небольшой, его население составляет около 300 тысяч человек. Но зато история долгая. Бонн был основан как древнеримская крепость более 2000 лет назад. Я пробыл в городе один день, и Бонн показался мне очень милым местом с размеренным и неторопливым образом жизни. Здесь я чувствовал себя очень комфортно, а еще понравилась местная рождественская ярмарка, глинтвейн, украшения. Чудесно. А еще здесь родился и вырос великий композитор Людвиг ван Бетховен. Я, кстати, побывал у него дома. Стоимость билета 6 евро. С рюкзаком внутрь заходить нельзя, поэтому за хранение багажа надо было еще немного доплатить. Имейте в виду. А еще внутри здания нельзя фотографировать и тем более снимать видео. Но кое-что заснять у меня получилось.
Только что вышел из дома музея Людвига вана Бетховена в городе Бонн. Билет стоит 9 евро. Дом трехэтажный. На каждом из них представлены какие-то разные экспозиции. Можно видеть рояль, две виолончели, стол песен, его записи. Мебели практически нет в доме. В общем, дом какой-то очень пустой внутри. Честно вам скажу, абсолютно неинтересно, и не стоит он 9 евро. Можно только с внешней стороны его посмотреть, сфотографироваться с табличкой, что здесь родился Бетховен. А на 9 евро можно купить сколько? 4 бутылки португальского вина. Между прочим, вчера за 2 евро нашел классное вино. Так что имейте в виду. После Бонна я решил вернуться обратно в Кёльн, отдохнуть и уже с началом нового дня начать путешествие через всю Германию автостопом. Во многих европейских городах можно встретить небольшие латунные вставки на полу. Сначала не придавал особого значения им, но потом узнал, что каждая из этих металлических табличек – это человеческая жизнь. Их называют камнями преткновения. Преткновение перед тем, кто был убит, выслан или был вынужден пойти на самоубийство от фашистского режима Германии. На каждой латунной пластине выгравировано имя, год рождения, год и место смерти человека. Встречаются одинокие камни, а бывает, что они впечатаны россыпью целых семей перед подъездами домов. Светлая им всем память. 22 ноября, 9 часов утра. Я в городе Кёльн, на его окраине. Собираюсь автостопом доехать до города Нюрнберг. Это чуть более 400 километров от меня. Автостопом я не ездил с того времени, как был во Львове. Какой немецкий автостоп, я не знаю, я никогда в Германии не ездил автостопом. Читал отзывы, говорят, что вроде прикольный, хороший, быстрый. Ну, собственно, сегодня его знаю. И, кстати, погодка сегодня хорошая. Плюс 6 градусов с утра. Вот, ясное небо местами. Другими местами оно очень мрачное, темное. Вот, по прогнозу обещают дождь. А еду на восток, уже возвращаюсь в Крым. Собственно, с каждым километром буду все ближе и ближе к дому. Немножко греет, а с другой стороны не греет. Что вроде соскучился немножко за домом, но возвращаться я бы еще поездил. Итак, кажется, я уже наездился на автобусах и поездах. Мое путешествие начинает становиться слишком скучным и предсказуемым. Поэтому решил пересечь почти всю Германию автостопом. Самым сложным оказалось выехать из города, потому что городская улица резко превращается в широкое шоссе, и места для остановки машины практически нет. Поэтому самый лучший способ найти попутку – это заправки, придорожные кафе, ну и тому подобное. Надо только подойти к водителю и спросить, не по пути ли вам. На одном из таких пит-стопов я познакомился с забавными ребятами, с братьями, которые спешили на день рождения к своей бабушке. Вместе с ними мы доехали до Франкфурта. А еще водитель попался клевый, родом из Нидерландов. Только в машине места было мало, и поэтому приходилось огромную картину просто вести на головах. Hi, my name is Lasse and I'm from Germany, from the north, from almost from the Danish border, and me and my brother, we're doing a little hitchhiking trip, and yeah, I love traveling, I love hitchhiking, and because it's always an adventure, you never know what to stumble into, who you meet, where you sleep, and yeah, it's all a big adventure, and that's the reason why I love it, and it's a reason what makes me happy, man, because yeah, it's not an everyday life, it's something different every day, so it's really good for the happiness. I think that's it, thanks. Hey, my name is Finn, I'm the brother from Lasse, the guy you just have seen in the last video. Yeah, I also like traveling, I like meeting new people and way of life.
and to see different places and different ways of living, and it's also for me a thing to be happy about, meeting different things. My name is Joris, and I like traveling because it gives you a different perspective on life. New insights, the way other people do things. I'm from the Netherlands, but I probably already said that. To being happy, I think, take care of yourself, exercise, but also don't get stuck into negative mindset. That's all. Good travel. I am Marietta. I am from the Netherlands, but I'm also Swiss, so I travel quite a lot, and I like traveling because it's my way to visit my friends, so it's quite easy. And happiness for me is not to take yourself or life too seriously. That really helps. 17:00. Я в центре Нюрнберга. Добрался сюда автостопом на 3 машинах. Первая из них вывезла меня за город, к автобану. Вторая к Франкфурту. И третья уже довезла меня до Нюрнберга. До посещения Нюрнберга я почти ничего не знал об этом городе. Да, я слышу про знаменитый Нюрнбергский процесс, но то, что окажусь в самом настоящем средневековом городе, окруженном крепостными стенами и башнями и замком, даже и не подозревал. Нюрнбергу почти 1000 лет, и с ним связано множество интересных фактов. Например, здесь проходит самая крупная во всей Европе рождественская ярмарка. В городе была открыта первая в Германии железная дорога, а также были изобретены карманные часы, глобус, компас, наперсток и токарный станок. Считается, что Нюрнберг – один из красивейших городов Германии. Старая часть города действительно завораживает и благодаря уникальной атмосфере переносит в средневековье. Dann wollen wir singen, 7 Tage lang, dann wollen wir singen, stimmt mit ein. Dann wollen wir singen, 7 Tage lang, dann wollen wir singen, stimmt mit ein. Die Lieder sind für alle da, dann wollen wir singen, kommt und stimmt mit ein, wir singen zusammen. Хочу особое внимание обратить на местные храмы. Их здесь очень много, и большинству из них по 500-600 лет как минимум. Это церковь Святого Лаврентия. Она была основана в 1235 году и является одним из основных символов города. Высота башен достигает 80 метров, а само здание искусно украшено скульптурами. Но самое главное – внутри. Высоченные колонны, старинные фрески, фигуры святых – это нечто невероятное. А это церковь Святого Сибальда, самый старый лютеранский храм города. А церковь Святой Елизаветы долгое время выполняла роль госпиталя, причем одного из крупнейших в Германии. Это одна из самых известных церквей Нюрнберга – храм Девы Марии. Он построен на месте разрушенной синагоги, и, что интересно, эта церковь посвящена искуплению греха, уничтожения на этом месте евреев в XVI веке. Рядом с храмом расположен фонтан, который называется Прекрасный Источник. Есть версия, что изначально его изготовили для украшения церкви Девы Марии. 19-метровое сооружение должно было стать ее шпилем, однако поднять на нужную высоту тяжеленную композицию не удалось. Эта версия не имеет документального подтверждения, но зато есть колечко, прокрутив которое трижды можно загадать желание. А теперь просто звуки города. Его уличные музыканты, активисты, продавцы фастфуда и так далее. Так звучит Нюрнберг.
Посреди центра Нюрнберга можно встретить верблюдов, лам и коз. Вечером я встретился с русскоговорящими ребятами. Мы с ними познакомились через каучсерфинг и договорились посидеть в местном пабе, а точнее ресторане. Да не в простом, а хоть и с труднопроизносимым, но мировым именем. Место называется Hofbräuhaus. Он был открыт в качестве придворной пивоварни баварских герцогов в 1607 году. С тех пор тут пили пиво Амадей Моцарт, Елизавета Баварская, Владимир Ленин, супруга Надежды Крупской, а Адольф Гитлер в 1920 году здесь объявил о создании национал-социалистической рабочей партии. Позже мы прогулялись по городу, ведь вечером все преображается. У крепостных стен мы нашли местную улицу красных фонарей и узнали, что в Германии, оказывается, как и в Нидерландах, легализована проституция. Затем мы еще немного погуляли уютными улочками Нюрнберга, да отправились в ночной клуб. И там нас ожидало неожидаемое. Шли за немецким колоритом, а нашли турецкий. Immer rufen die Kunden Schranken und sie bringen mich um den Verstand. Heute schreit es 100 Grad, große Kunden, Hello, my name is Lauren, I'm from Germany and I'm 24 years old and I like traveling a lot. Happiness is about meeting the real people in the best time and then just all together have a good time. Hello from Germany! Меня зовут Настя, Анастасия Дедык Игоревна, такая вот, из Одессы и Греции, Афины. Путешествовать люблю, но не сильно путешествую. Чуть-чуть устаю, когда путешествую, потому что мне нравится иметь свое место, там, знаешь. Мне кажется, повод, который мы все путешествуем, это потому что, когда мы путешествуем, мы познаем самого себя. Да? Мы вырастаем в семье, там, в школе, в университете, да, строим сами себя. Для меня быть счастливой, это обозначает быть независимой и делать то, что я хочу в тот момент. Вообще-то счастье — это вот эти маленькие, ужасно маленькие моменты, когда вот что-то маленькое там случилось или что-то, и ты чувствуешь себя, что это то, что тебе хочется в тот момент, то, что тебе надо в этот момент. Нам надо потусить, нам надо потусить, надо потусить. Ты чувствуешь себя ultimate. Меня зовут Юля, я из Екатеринбурга. Я очень люблю путешествовать, потому что это смысл моей жизни. Это открывает новые горизонты, я узнаю абсолютно новые вещи о людях и о странах. Самое главное, я узнаю новые вещи о себе. Что значит быть счастливым? Это значит делать то, что нравится только тебе. Это значит реализовать свои мечты. Это значит создавать что-то уникальное, что можешь только ты. Я, как фотограф, могу сказать об этом на 100%. Это самая крутая, самая лучшая, самая уникальная работа – быть путешественником. Знать, что для тебя открываются новые истины, новые люди, новые картинки. Растите, путешествуйте, узнавайте новых людей. И с вами будет истина. Вы узнаете самое интересное в своей жизни. Направо Прага, налево Нюрнберг. Дорога такая же пустая, как, собственно, и заправка. После Германии я решил отправиться в Чехию, и так как в прошлый раз мне очень понравился местный автостоп, то захотел и дальше путешествовать на попутках. Но только вскоре попал в какую-то немецкую глухомань. Машин там вообще практически не было, тем более на Прагу. Вокруг лес и маленькие деревушки. Тогда я решил ожидать машинку на заправке, авось да найду попутку.